Ребят, всем привет, с вами Баджер, это снова мифические пазлы, и сегодня у нас обзор на четверку с призыва драгоценной жилы. На красную, зеленую мы обзор уже имеем, остался желтенький Луи, опять-таки какой-то такой странный ящер, силой 682. Ребят, по классу у него чародей школа мастерства знаний, наносит урон за... стоп, это за медло по наборе маны. Извините. Неплохой класс. В общем и целом, с камешка, если будем бить врагов, то имеем шанс замедлить набор маны врагу на 50% на 2 хода. Семья драгоценного авангарда, естественно, может создать нам камни, эти специальные благословенные, при сборке которых мы можем получить одну из трех, ну, скажем, усилений нашего ультимейта. Пассивка у Луи на отхил, усиление эффекта целебного камня, исцеляющий эффект целебного камня, который собирает этот герой, то есть желтенький, увеличивается до 20%. Не на 20, а до 20%. Луи имеет 557 атаки, очень мало, 693 брони и 1145 хп. В общем-то, броньки нормально, хпшек можно было побольше. Так как это врач, хиллер, лекарь, то ему по эмкам, конечно же, нужно подтягивать, естественно, хитпоинты и, естественно, броню, чтобы он подольше жил, побольше лечил, побольше бафал. Ну и, собственно говоря, давайте перейдем к его ультимейту. Он называется ульта Великолепие. Средняя мана. Это классическая мана для героев этого призыва. Луи превращает одну случайную желтую руну в руну исцеления, конечно же. Потом он восстанавливает 26% здоровья всем союзникам. Это хорошо. 26% со средней скоростью маны — это неплохой показатель. Потом заклинатель и ближайшие союзники получают плюс 40% защиты от специальных навыков на 4 хода. Важно, замечаем, что это только по троим: герой Луи и его плечи. Из этого уже делаем вывод, что профитнее всего его будет ставить где-то в центре или же на плече, чтобы максимально профитно работала его вот эта пассивка на плюс к защите от специальных навыков. Дальше идет трудность перевода, и я проще это все скажу. Пока действует этот баф на увеличение защиты от спецнавыков, то если мы в это время, в эти 4 хода собираем благословенный этот камень исцеления, который Луи сам же и создает, то мы рандомно наносим 400% урона какому-то случайному врагу. Наносится урон, причем немедленно. То есть мы только собираем камень, урон сразу наносится. И, естественно, на каждого героя этот баф может сработать только один раз. Если условно у нас будет на поле 2 желтых вот таких вот зачарованных камня, при этом у нас будет точно так же 2 желтых героя. Если мы сначала соберем один камень и баф пойдет на одного героя, он выстрелит на 400% урона, то потом еще есть возможность на следующий ход собрать еще раз этот камень и вторым героем уже тоже выстрелить. Ну, это вообще что-то из рода фантастики, если честно. Поэтому давайте посмотрим, как Луи ведет себя в бою, какой у него ультимейт вообще. Ну, берем уже стандартную команду молодости нашей. Эти ящеры, херащеры. Поехали. Да, продолжите. Очень мало камней, поэтому давайте вот так мы сделаем. Немножко подгоним желтых. Подогнали. Вот теперь можно и зарядить нашу ящерицу. Смотрим. Наносит урон, хотел сказать. Лечит. Видим, на наших союзничках уже есть баф на плюс 28 защиты. Есть. Это хорошо. Это действует 4 хода. Дальше.
Вот мы видим наш камень, который дает нам лечение. Хорошо, мы его сейчас соберем. И даже ради интереса попробуем прицелиться вот в этого тролля, или кто это такой. И посмотрим, куда Луи сейчас запыльнет эти свои 400%. Нет, он бьет абсолютно рандомно. Ну и после сбора этого камня, естественно, у нас появляется благословение и исцеление. Фиолетовые камни здесь собирать бессмысленно, потому что у нас фиолетовых героев нет. Вот это самый большой недостаток, наверное, этой семьи, что создаются камни и того цвета, которого героев, собственно, и на поле-то нет. Для закрепления давайте еще разок. Да, хотела сказать еще разок. Давайте вот, хоп. Лечимся. 150 и 160 у нас отличился поместье, этот мейнер. Это как раз получается где-то около 30%, там чуть-чуть больше. Это как раз таки наши 14% от ульты самой и дополнительно от исцеляющего камня. Там, да, получается даже не 15, чуть больше процентов. Короче, герой на самом деле интересный. Это хороший хил, качественный хил, который заряжается там, при условиях. Понятно, что скорее всего вы будете заряжать его с 10 камней. Но, как и другие герои этого призыва, он средний. Где его использовать? Использовать его можно в общем и целом точно так же, как и всех остальных героев четверок этого призыва. Это ПВПшки. Рейды пойдет, на войнах пойдет. Я бы даже сказал, что на войнах он одинаково хорошо пойдет и в атаку, и в защиту. Но все-таки это защитный герой. Ну, хил в любом случае это больше, наверное, про защиту. Но это такой странный хил, который еще может 400% лупить. Поэтому универсальненько получается достаточно. Но я думаю, что для большинства игроков этот герой, точно так же, как и Жадратуа, и как этот Фидон, они лучше всего пойдут как раз таки на турниры. Особенно, мне кажется, очень круто будет заходить турнир на быстрой мане. Да и, кстати, турик на бафы, он тоже неплохо будет реализовывать этих героев. Но, короче, для меня эти четверки, они все типа больше для турниров на быстрой мане. Конкретно Луи я поставлю оценочку 7, вот 7,5. Я не знаю, это очень хорошая четверка с уникальной механикой, по-своему интересной. Дает эта четверка, как и все остальные герои этого ивента, интересный, необычный геймплей, который, ну, наверное, скорее визуально и по интересу он интересный, извините за тавтологию, но насколько он все-таки профитный, это ну, вопрос открытый. Много камней собирать нужно еще, чтобы они на поле были. Но в целом, конкретно Луи, торговец с драгоценными камнями, все-таки да, 7,5 ему поставлю, потому что хороший хил, который еще и может леща прописать. Поэтому да, 7,5. Вот. Всех, кто его поймал, я поздравляю. Это прикольный герой. Используйте его, прокачивайте. И опять-таки повторюсь, жалко, что на него очень тяжело будет, наверное, сделать 4-ю эволюцию. Там проценты выпадения этих героев эпических, там, ну, 5,7, ребята, 5,7% падения. Это иногда 5-ку проще поймать, чем наловить этих 4-ок себе для эволюции. Ну, такое. Короче, всем спасибо за что посмотрели. Надеюсь, вам был интересен этот обзор. Всем всего хорошего и всем пока. Удачи!